Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня хочу сделать для вас расклад на тему планов вашего мужчины относительно вас, ваших отношений, чего вообще этот мужчина хочет, как он видит ваше будущее, хотел бы продолжать с вами отношения, если да, то в каком формате и чего можно от него ожидать дальше. Возможно, мы все-таки увидим какие-то действия или хотя бы планы, планирование неких действий. И смотреть эту тему мы будем сегодня на колоде Таро Арканум. Благодарю вас, мои драгоценные, традиционно за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто поддерживает меня таким образом, присылает мне такие бесценные подарки. Благодарю вас за ваши лайки, за комментарии, за подписки, за любой из способов поддержки моей работы. Очень нежно всех вас люблю. Благодарю вас за то, что вы есть в моей жизни. Итак, расклад будет у нас сегодня о его намерениях, планах, мыслях вообще о том, что будет дальше. Колода Арканум. Как всегда, смотрим в начале дно колоды, что нам покажут. Ну что, четверка кубков. Причем у нас здесь изображена девушка. Да, конечно, возможно, мужчина здесь в расстроенных чувствах, может такое быть. Но для большинства из вас будет так, что и вы, мягко говоря, не удовлетворены тем, что происходит между вами. Есть моменты, которые очень вас не устраивают, чем-то вы по-настоящему разочарованы. То есть гармонии и удовлетворенности здесь точно нет. Здесь девушка печальна. Посмотрите, она сидит, у нее под ногами 3 кубка, позади 4. Позади уже ей протягивают небеса новый кубок, наполненный эмоциями, любовью, новыми возможностями. Она его даже не замечает и не хочет видеть, потому что ее расстраивает то, что происходит вот здесь. В общем, неудовлетворенность однозначно здесь, конечно, присутствует. И, возможно, даже разочарование. Или же еще может быть так, что девушка, в частности вы ведь смотрите сегодня этот расклад, возможно, вы не понимаете, как дальше все будет. К чему вы вообще с этим человеком идете. А что за мужчина? Давайте-ка посмотрим. Ну вот, ничего удивительного. Мужчина-то вышел у нас. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей – это манипулятор. Смотрите, жонглер какой. Жонглирует 2 пентаклями, причем стоя на одной ножке. Это, конечно, я бы даже так сказала, что это виртуозное манипулирование, жонглирование обстоятельствами, эмоциями людей. Манипулятор. А еще человек, находящийся в двойственности. Здесь может человек сидеть очень удобно на 2 стульчиках, ему это вполне удобно, и он продолжает это дело. Допустим, возможно, есть кто-то еще в вашей истории, ну и, соответственно, мужчина здесь не определившийся, и вашим и нашим, так сказать, да? И вашим и нашим товарищ такой. Или же, в принципе, не определившийся в вашу сторону, вы не чувствуете никакой определенности. От этого мужчины она не исходит, потому что, ну, ее в принципе нет. Сам-то по себе, конечно, по натуре своей мужчина еще тот жонглер, но давайте посмотрим, может быть, у него действительно обстоятельства некие, которые ему мешают, допустим. Но для очень многих из вас здесь может быть ситуация треугольника. Или же присутствие еще кого-то. 3 мечей вышла, 3 лишний явно. Если треугольника нет, никаких влияющих на вас других людей или обстоятельств нет, то, значит, сам по себе мужчина действительно нерешительный. При всем при том, что он может быть очень активным, и сам он по себе доминирующий, очень такой победитель по натуре, очень гордый. Где-то даже порой эта гордость в гордыню переходит. Однако же, здесь такой человек, который, тем не менее, при всех этих составляющих и решения толком принять не может, конкретное. И, в общем-то, даже и своими действиями, и своими манипуляциями, и своей такой неустойчивостью, которую мы здесь с вами лицезреем, он может разбивать сердце своей женщине, причинять ей боль душевную. Такого нам мужчину, к сожалению, показали. Так уже хочется наконец-то открыть расклад и увидеть настоящего мужика, действующего, знающего, чего он хочет, и реально действующего. Ну вот, картина у нас сегодня такая. Ну ладно,
Давайте будем хотя бы выяснять, а чего он хочет в отношениях с вами. Он хочет вообще чего-то в теории в отношении с вами. Но вы его судьба, и он это прекрасно понимает. Вы очень важный человек в его жизни. Я бы даже сказала, главный человек. Ни с кем никогда в его жизни не складывались такие глубоко эмоциональные, здесь для очень многих из вас кармическая связь очень серьезная, глубоко эмоциональные, прям берущие за душу, трогающие до глубины души отношения. И он благодарит небеса за то, что вы есть в его жизни. Кстати, впоследствии этот мужчина очень многое осознает еще. Потому что далеко не полностью осознание того, кто вы для него на самом деле, насколько вы важный человек. Он понимает, да, безусловно, что вы важнейший человек в его жизни. Но еще полной глубины этого понимания здесь не пришло к мужчине. Со временем он это поймет. Возможно, кто-то из ваших мужчин по-настоящему это поймет, потеряв вас. Или же, если еще какие-то обстоятельства произойдут, вас разлучающие или разделяющие. То есть, потеряв вас, что имеем, не храним, потеряем, плачем, вот здесь действительно у мужчины тогда придет настоящее осознание, кто вы для него. Допустим, вы решите выйти из отношений или еще что-то может произойти, все же в жизни бывает. Но даже если вы останетесь с ним вместе и дальше будете продолжать отношения, значит, понимание глубины важности вашей в его жизни, оно будет приходить со временем. Чего этот мужчина хотел бы в отношениях с вами? Он вообще чего-то хочет, этот человек, или так как-то желаний-то ярких нет? Почему? По какой причине? Тут полнейшая стагнация. Я не знаю, что именно у каждого из вас, потому что людей смотрит огромное количество этот расклад, и, соответственно, у каждого своя ситуация. Однако мне показывают полнейшее болото, стагнация, ничего не происходит. И такое впечатление, как будто мужчина уснул чуть ли не летаргическим сном. Никаких активностей, никакой его инициативы, ничего не вижу здесь. Почему-то вышло так, девочки. Что там уже у вас происходит? Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Но если у него желание, да даже особого желания сейчас что-то, какие-то решения принимать, как-то ваши отношения дальше двигать, у этого мужчины нет. Кто-то из ваших мужчин может быть связан обстоятельствами или обязательствами. Допустим, не свободен. Или еще что-то в его жизни сейчас происходит такое, что связывает его по рукам и ногам. Кто-то из ваших мужчин может себя очень даже нехорошо чувствовать, чисто на физическом уровне. Смотрите, он мог устать эмоционально, физически. Что-то с физиологией его сейчас может происходить не совсем адекватное, не совсем позитивное. Здесь множество может причин быть, но у мужчины нет горячего желания вообще как-то что-то развивать с вами. Ну, плюс еще двойственность здесь может быть. Почему? Причина в чем еще? Давайте посмотрим. Да, еще и повешенный. 3 аркана стагнация. Здесь нет у мужчины сейчас желания развивать отношения. Дальше с вами переводить их на новый уровень или что-то решать, что-то как-то вот, что-то вообще яркое, серьезное, конкретное делать. Причины разные. Какие причины в общих чертах я вам озвучила. Ну, конечно же, здесь могут быть и другие причины. Но энергетика сейчас такова. А, кстати, что касается здоровья, здесь, девочки, у очень многих из ваших мужчин могут быть проблемы как с физическим здоровьем в общем, так и с его сексуальным здоровьем. Вы можете этого даже не подозревать, однако же здесь или первые звоночки, или прям конкретный уже горн гремит, гудит. Но что-то здесь есть. Вообще мужчина уставший, очень... такие усталые энергии веют сейчас от этого человека, как эмоционально, так и физически. Он мог в отношениях устать тоже в том числе. И эмоционально, и вообще по всем фронтам. Да, ну давайте так тогда. А есть ли вероятность того, что мужчина все-таки оклемается, получше себя почувствует в ближайшее время? О, тут еще и страхов, здесь еще и масса комплексов у этого человека. Слушайте, ну он сейчас в очень сложных энергиях. Этот мужчина, сейчас с ним что-то происходит не то. Кстати, если у него есть некие психические проблемы, это не значит, что это какие-то серьезные психические диагнозы, ему необходимо лечение. У нас у всех есть свои какие-то...
кого-то прям конкретные нарушения, у кого-то небольшие проблемки, у кого-то поглубже. Так вот, если у него что-то такое есть, а здесь у очень многих мужчин есть, то, может быть, сейчас произнесу такую фразу, ну так и есть. Весеннее обострение, знаете, да, что весной и осенью обычно случаются обострения. Я уж не знаю, что у него, биполярка, нарциссизм, может быть, он психопат, может быть, еще что-то, какие-то проблемы есть. Но здесь может быть обострение, и нам именно об этом и показывают. Сейчас может не быть с его стороны действий, или он мог вообще уйти в тишину, в игнор, в молчание, или же вам кажется, что он ведет себя не совсем адекватно. А вот это может быть связано еще и с этим. С тем, что обострение некое здесь возникло. Возможно, вы даже не подозреваете об этом, девочки. Но это так. Для множества мужчин это именно так и есть. Ну, давайте тогда спросим, а вам вообще надо, чтобы он как-то начинал действовать? Потому что здесь полнейшая болото. И мужчина в странном, полутаком развалюшном состоянии. Вам нужно, чтобы этот мужчина действовал? Очень многие из вас, эти мужчины, испытали много боли. Он причинил вам боль. Вообще, это аркан врага, это аркан абьюзера, это аркан человека, который мог сделать подлость или просто причинить серьезную боль, обидеть вас. Что-то между вами здесь такое есть, 5 мечей. И, соответственно, кстати, если он вот в таком находится состоянии, как мы посмотрели, то эта ситуация великолепно подойдет для тех, кто расстался и расстался некрасиво. Или же вы не расстались, но вот эта боль от подлости, от причинения боли, возможно, у кого-то от измены, еще чего-то, она остается у вас. Поэтому сказать, что прямо сейчас надо, чтобы этот мужчина действовал, я не могу. Мне показывают, что боль не прошла, боль не утихла, и обида не утихла. И 5 мечей – это далеко не самая благоприятная почва для того, чтобы здесь были какие-то действия. Возможно, он даже правильно делает, что никаких не предпринимает действий, девочки. Он здесь в таком повисшем каком-то состоянии находится. Еще очень многие из ваших мужчин, если они действительно перед вами виноваты, они могут испытывать очень щемящее чувство вины перед вами. Да, знаю, многие сейчас в комментариях отпишутся, что он бессердечный, он не умеет испытывать чувство вины, это вообще не о нем и так далее. Однако, девочки, о нем. О нем. Если виноват, значит, угрызения совести не дают ему покоя. Ну а вы по 5 мечей тоже выходите. Ого, в каких энергиях. Сейчас не самый приятный вариант для того, чтобы этот мужчина появился с какими-то новыми инициативами или, в принципе, проявил инициативы. Даже если вы с ним не расстались, продолжаете отношения, значит, боль это все равно присутствует. Или обида, или не можете его за что-то простить. Вот здесь так. Вообще этот мужчина вам нужен с точки зрения Таро. 5 кубков. Ну что уж я буду здесь приукрашивать реальность. Не люблю этого делать и никогда не делаю. Мне говорят, что для большинства из вас нет. Потому что отношения с этим мужчиной – это сплошное для вас разочарование. Как бы не хотелось, еще и на дне колоды вышла башня. Здесь великолепно подходит расклад для тех, кто расстался или кто уже просто не имеет сил больше в этих отношениях находиться, даже если любовь, как вам кажется. Хотя, если вы несчастливы в отношениях и вы плачете, страдаете, мучаетесь, то это, девочки, не любовь, это самая настоящая адреналиновая зависимость или адреналиновая псевдолюбовь. И очень похоже на это по этому раскладу. И, соответственно, вы просто попали в плен этой псевдолюбви. Любовь всегда счастливая, любовь всегда светлая. Да, есть проблемы, да, есть препятствия, да, есть такие вещи, которые проходят оба любящих человека в отношениях, сложные. Однако страданий, падения самооценки, таких вот переживаний и таких обид, состояние разбитого эмоционально, когда настоящая любовь, да, настоящая истинная любовь, этого не бывает. Поэтому здесь болезненные очень чувства, болезненные эмоции. И я вам скажу, что скорее этот мужчина вам не нужен, чем нужен.
Да, будет жестко сказано, да, будет очень, возможно, для вас больно слышать, но это так и есть. Потому что отношения с этим мужчиной – это сплошная боль, это сплошная обида, это сплошное разочарование. Так что к нам сегодня пожаловал на расклад вот такой товарищ, с которым все очень сложно. И я бы даже сказала бы, что даже если он сейчас не предпринимает никаких действий, а это так, висит в каком-то повисшем непонятном состоянии, и вас это раздражает, угнетает, и вы чего-то хотите, сами не можете понять чего, не надо здесь ничего хотеть. Таких людей надо отправлять подальше от себя и идти своим путем дальше. Сегодня такой, девчонки, расклад. Ну, что есть, то есть. Что выходит, то вам и рассказываю. Он хотя бы осознает вообще вот это все. Вот эту всю тяжелейшую картину, которую мы увидели. Он осознает свою вину. Он осознает вообще, что происходит, этот человек. Да вы знаете, нет. Не осознает. Он терять вас не хочет. И в то же время сказать, что он ощущает острое чувство вины, да и вообще чувство вины, нет. Он не считает себя ни в чем виноватым. Он может думать, что вы больше накручиваете себя, из мухи слона делаете, возможно, ситуацию как-то представляете в более плохом свете, чем она на самом деле есть. Здесь мужчина весьма-весьма уверен в себе, и у него нет чувства вины. Он не обвиняет себя, не винит ни в чем. Он вообще считает, что все в порядке, все нормально, так и должно быть, ничего страшного не происходит. А давайте-ка я спрошу, вы действительно утрируете? Вы действительно делаете из мухи слона? Действительно ли вы на пустом месте выносите ему мозг? Ну нет, конечно. Нет, конечно. В прошлом были красивые теплые моменты с этим человеком, и, можно сказать, любовь, и эмоциональная связь очень такая серьезная. Но если это абьюзер, если это человек с нарушениями серьезными психическими, который балдеет, просто получает кайф от того, что он обесценивает отношения, то надо бежать просто от такого человека и ставить однозначно точку. А здесь очень похоже на это. Раньше было это все, но не забывайте, что и нарциссы, и психопаты, и любого вида абьюзера, ведь они все в период сахарного шоу, в начале отношений, они всем женщинам, всем своим жертвам устраивают фейерверк эмоций. Они умеют так подстроиться под свою жертву, они умеют так себя вести, что возникает полнейшее ощущение, что это ваш родной, единственный неповторимый человек. Или же, если у вас была связь давняя с этим человеком, есть сейчас, вернее, вы много лет с ним вместе, а потом вдруг оказалось, у вас как розовые очки упали на землю, и вы увидели его истинную сущность. А истинная сущность здесь весьма нелицеприятная у него. Так вот, нет, вы не утрируете, вы не преувеличиваете. Здесь действительно есть причины, из-за чего вы разочарованы. И почему вы или уже поставили точку, или же вы хотите поставить точку. Девочки, не буду даже... Ну, смотрите, у нас еще и на дне колоды аркан смерть. Начали, как говорится, за здравие. Ну вот что пришло сегодня, то пришло. Какой мужчина пришел, что пришло. Я не его называю оно, а вообще вот нечто такое, облако тяжелых энергий. Вот оно пришло в этом раскладе. Мы его сейчас разгребли, по полочкам разложили. И могу как резюме расклада подвести итог, что мужчина манипулирующий, мужчина себе на уме, мужчина абсолютно в себе уверенный, мужчина, который умеет очаровать, умеет обесценить отношения, умеет причинить боль и при этом не чувствовать никакой вины за собой. Вы имеете все основания для того, чтобы с этим мужчиной расстаться, и для того, чтобы быть разочарованной, для того, чтобы быть обиженной, хотя обижаться не нужно, с обидой нужно работать, обида – это очень разрушительная эмоция, совершенно ненужная. Но у вас есть все основания для этого. Соответственно, не буду повторяться, что такое настоящая любовь, что такое адреналиновая любовь, зависимость, псевдолюбовь. Но здесь больше похоже именно на псевдолюбовь. И если у вас есть силы из этой привязки выйти, вас разрушающей, деструктивной, то вы большая умничка. Просто
Хочу пожать вам руку, какая вы молодец. Если сил этих нет, то, возможно, вам поможет этот расклад и здравый анализ ситуации. Вот такой сегодня у нас получился расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели его до конца. Аркан смерть на дне колоды говорит о том, что если вы из отношений вышли, правильно сделали, оставляйте уже это в прошлом. Но тут все вот об этом, все идет. Буду вам благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube обязательно нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех нежно люблю, обнимаю, целую. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Будьте счастливы, мои драгоценные. Пока-пока. До следующего расклада.